чьи обнаженные тела стоят миллионы и за что мир сошел с ума по Дженни Савиль. Художница, чьи полотна пугают и завораживают одновременно. Ее обнаженные гиганты, написанные с хирургической откровенностью, стоят миллионы и висят в домах самых влиятельных коллекционеров мира. Как скромная выпускница Глазго оказалась в центре арт-Олимпа? Почему она не гонится за славой и игнорирует рыночные правила? И что общего у ее картин с полотнами Рубенса и Фрейда? Далеко не каждый коллекционер отважится повесить у себя дома изображение обнаженного тела, лишенного прикрас и стилизации. Однако, как справедливо подмечает галеристка Пилар Ардавас, именно бескомпромиссность Дженни Савиль и составляет суть ее художественного языка. Дженни не боится масштабных полотен и готова вызвать у зрителя смущение, ведь именно это и делает искусство великим, подчеркивает она. Савиль родилась в Кембридже в 1970 году и по сей день живет и работает в Лондоне. Она известна как одна из главных фигур движения «Молодые британские художники», хотя по духу и стилистике ближе к живописным традициям. Ее работы часто превышают реальные размеры тела, напоминают полотна Рубенса своим телесным богатством, а по пластике – творчество Люсьена Фрейда. В ее картинах краска словно лепится, образуя плотную чувственную фактуру кожи и форм. Главная сложность для коллекционеров – редкость ее работ на рынке, хотя Савиль любит вести сразу несколько проектов одновременно. Она работает медленно, порой возвращаясь к картинам через год. Ее творчество пользуется постоянным вниманием. Но как на первичном, так и на вторичном рынке ее произведения появляются крайне редко. Когда же это все-таки происходит, спрос на них огромен. Если вам посчастливилось стать обладателем ее полотна, вы настоящий везунчик. Цитата Эммы Бейкер, куратора торгов современного искусства в лондонском Сотсби. Дженни – художница с необычно успешным стартом. Уже в 1992 году, еще до окончания школы искусств в Глазго, ее выпускную работу «Пропет» приобрел фоторедактор «Таймс». Полотно, монументальный автопортрет обнаженной фигуры, украсило обложку субботнего выпуска газеты, чем привлекло внимание прославленного коллекционера Чарльза Саачи. Он скупил все, что только смог найти из ее творчества. И вскоре в ее мастерской на стене появился желтый стикер с его номером телефона. Через пару недель Савиль уже жила в Лондоне и писала исключительно для Саачи, что привело ее к первой большой персональной выставке в 1994 году. В 1997 году 5 ее работ были включены в легендарную выставку «Сенсация» Королевской академии художеств. Ключевое событие для поколения молодых британских художников. Позже выставка переехала уже в Нью-Йорк, где Савиль заметил влиятельный арт-дилер Ларри Гагасян, ставший ее представителем на долгие годы. Совместная выставка 20 новых портретов художницы должна была пройти в Гонконге в рамках Art Basel, но, к великому сожалению, была отменена из-за пандемии. Несмотря на растущий интерес к ее творчеству, на аукционах с 2008 года было представлено всего 29 ее работ. Частные продажи ее полотен столь же редки. Однако, каждый такой выход на рынок сопровождается ростом цен. В октябре 2018 года картина «Пропет», приобретенная ранее в галерее Гагасян, была продана на Сотсбис за рекордные 9,5 миллионов фунтов, сделав Савиль самой дорогой из ныне живущих художниц. Сама Савиль не придает значения этому факту. Пока у меня есть средства на жизнь и творчество, я довольна. Если я начну задумываться о цифрах и рыночных механизмах, мне станет страшно. Лучше оставаться в счастливом неведении и сосредоточиться на работе. По мнению Эммы Бейкер, все возрастающий интерес к женщинам-художницам в целом способствует укреплению позиции Савиль. Спрос на ее работы и высокая конкуренция на торгах отражают общий тренд. Внимание к сильным женским образом и переоценка женского вклада в искусство, комментирует она. Савиль часто называют преемницей таких крупных фигуративных мастеров, как Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бэкон. Однако методы у них разные. Фрейд всегда работал с натуры, в то время как Савиль преимущественно с фотографий. В этом плане она ближе к Бэкону. Наибольшую ценность для коллекционеров представляют работы 90-х годов.
периода расцвета движения молодых британских художников. Хотя сама Савиль себя к ним не причисляет, в отличие от большинства участников, окончивших колледж Голдсмитс и сосредоточенных на концептуализме, она пошла по пути традиционной масляной живописи. В ранних работах Савиль преобладали изображения женских тел и часто собственного. Однако со временем стиль написания сменился на более неопределенные тела, в которых сочетаются мужские и женские черты. Последние годы она все чаще работает с рисунком, в том числе пастелью, но и в этой технике художнице удается передавать мощную пластику и движение, как, например, в ее работе «Исида и Гор» 2011 года, где моделями стали собственные дети. Ее искусство – это вызов, исповедальность и мужество быть собой, даже если это пугает. Именно в этом заключается уникальность Савиль в современной живописи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.